Вот метод, который поможет понять, стоит ли сохранять брак ради детей. В этом видео я расскажу вам о том, чем опасно сохранять брак ради детей и есть ли случаи, когда все-таки стоит это делать. Так как я системный расстановщик, а системные расстановки изначально предназначены для работы именно с семейными системами, их создал Берт Хеллингер, и начиналось это все именно с семей, разбирались проблемы только в семьях и использовались для расстановки только члены семьи. Соответственно, через метод расстановки прошло очень-очень много семей, и видно было, что многие проблемы людей именно из-за того, что в детстве, когда они были маленькие, их родители решили сохранять то, что сохранить уже невозможно. Скорее даже не сохранять, не делать активные действия, чтобы опять быть вместе, а просто терпеть друг друга годами. Если вы вдруг решаетесь терпеть вашего мужчину, не чувствуя любви к нему, а чувствуя очень много обид, претензий, недосказанности, и вообще у вас море с ним проблем нерешенных, и вы продолжаете все это копить внутри и жить с ним долго, дети чувствуют это на уровне ощущений, мы не можем даже понять как будто мысли, что ли, читают, чувства считывают. То есть вы, как мама, можете не говорить, что вас уже тошнит от этого папы вашего ребенка, но ребенок будет это чувствовать, даже если вы не говорите ни слова, даже если вы натягиваете на себя улыбку. Итого, давайте взвесим, что лучше, когда ребенок растет в атмосфере, где, во-первых, ему врут, прикрывая, что все не так уж плохо, и он чувствует весь этот негатив между папой и мамой, или в семье, где нет родного папы, через время может появиться не родной папа, новый папа, приемный, отчим, и где мама будет счастлива. Но здесь встает другой вопрос, а будете ли вы счастливы, если вы уйдете от этого мужчины? А может быть, вы условно прикрываетесь проблемой, что ребенок останется без отца, а на самом деле не можете решиться, потому что вам страшно уйти, потому что вы боитесь остаться одна. Пожалуйста, мамочки, не бойтесь, это все прорабатывается, с этим можно справиться. Мы, люди, можем при помощи специальных техник, при помощи работы со специалистами прорабатывать все свои страхи и качественно менять свою жизнь. Можно жить так, что страхов не останется. Об этом написано в книжках. Наши дети получают от нас наши страхи. Не всегда и не каждый, но многие. Страхи и другие чувства, отвращение к мужчинам это может быть, что угодно. И когда вы живете долго, много лет, якобы ради ребенка, на самом деле из-за каких-то своих внутренних страхов, из-за того, что не можете решиться уйти, прикрываетесь этим, ваш ребенок это перенимает. Какая будет жизнь потом у вашего ребенка? Легко ли ему будет строить семью, если у него будет такой шаблон отношений? Только, пожалуйста, не думайте, что можно жить ради ребенка и при этом жить счастливо. А ребенку нужна счастливая мама. Лучше рискнуть, расстаться, если действительно ничего не осталось общего. Жить одной, какое-то время прогоревать, пройти все стадии горя. У горевания есть стадии, горе не бесконечно. Выплакаться, потому что когда мы терпим слезы, не пускаем их и не выплачиваемся, у нас не проходят нужные стадии горевания, поэтому этот процесс затягивается. И непрожитое горе может длиться годами. Прожитое горе заканчивается достаточно быстро. Прогоревать, стать счастливой, наладить свою жизнь и встретить нового мужчину, с которым вам будет хорошо. Это намного лучше, чем жить ради детей с мужчиной. Почему? Потому что вы делаете этим только хуже вашим детям. Это факт. Очень много людей приходят в психотерапию, и когда мы разворачиваем клубок событий, оказывается, что все проблемы этих взрослых, замечательных людей, почему они не могут достигать своих целей, почему женщина не может встречаться с мужчиной, никто на ней не женится, никто не хочет с ней встречаться, почему женщины боятся заводить детей, все-все-все очень часто произрастает именно из семей, где мама жила с папой, потому что страшно оставить детей без отца. Не страшно. Здесь вопрос изначально двух зол. Что выбрать? Выбирайте лучше себя, возможность себе быть счастливой, потому что ребенку нужна счастливая мама. В этом видео мы поговорили с вами о том, стоит ли жить с мужчиной только ради детей или лучше расстаться. Если вам была
полезна эта тема, полезно это видео, интересно, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, пишите их смело в комментариях внизу, я читаю комментарии, отвечаю на вопросы. И ставьте лайки, если вам понравилось то, что я вам сейчас рассказала. До встречи в новых видео. Пока!